Знаете, иногда в Wuthering Waves встречаются такие квесты, что сидишь потом и думаешь, ну вот, а я-то хотел просто по-быстрому закончить квест. А теперь у меня экзистенциальный кризис. И вот сюжетный квест Фроловой это как раз из таких. Фролова персонаж с очень трагичной судьбой. Из-за событий в прошлом она понимает, что ее цели совпадают с целями организации Фракцидус, а у них, на секундочку, философия весьма специфичная. Человечеству нужен плач, а значит и тринодианы, чтобы эволюционировать. Да-да, вот так вот. Не витаминки, не спортзал, а апокалиптические ужасы для развития. И Фролова ради своей цели вступает к ним. Но самое интересное в ее истории это ее исследование. Итак, из записей мы знаем про 3 проекта Фроловой. Исследование ретроактивного дождя. Чистая частота, стабильная остаточная энергия, но хранит только крошечные повторяющиеся обрывки человеческого сознания. В итоге, феномен непредсказуемый, масштабно хранить сознание не может. Темный прилив. Создает так называемых тассетов раздора, насыщенных обрывками частот, но без самосознания, потому что все контролирует Левиафан. Искусственная соноросфера. Держится недолго, легко меняется под влиянием форты, а чтобы ее поддерживать, нужны колоссальные ресурсы. На бумаге кажется, что все это было нужно Фроловой для ее Lost Beyond, но, честно, не верю, что она работала над этим одна. И уж точно, что эти исследования бесполезны для остального Фракцидуса. Тем более, у нас есть наблюдения из прошлых квестов. Ретроактивный дождь можно закрепить навсегда, если усилите феномен с помощью тринодиана. Темный прилив, хоть и без тринодиана, но все еще собирает коллективное сознание. Так называемый паломнический рай. Кстати, о котором нам уже пару раз напоминал Кристофора. И искусственная соноросфера в событиях Септимонта помогла оживить суть Левиафана, которая превратилась в камень, и который в конце сюжета 2.5 забрал Кристофора себе. Если все это сложить, то складывается впечатление, что Фракцидус придумал некий ключевой метод, который, внимание, лежит в основе планов Кристофора. И мне кажется, они хотят не просто воскресить Тринодиана. И, возможно, уже в следующем акте Риношиты мы это увидим. Теперь поговорим об Августе и пророчестве Юны. После сюжета 2.5 мы от Фенрика узнали, что источник колебания от паломнического рая находится недалеко от Септимонта. А великий архитектор, который притворялся Трис, сообщил, что Августа сделала следующий ход после недавних событий, связанных с Фракцидус. Но чем же она занималась все это время на посту Эфора? Тут похоже дело в Юна. Есть момент, где она поет беззвучную песню скорби. И это прям намек. Кажется, речь идет о судьбе Августы. И, возможно, о финальном столкновении с темным приливом. Следующая строчка о том, что никто не знает, кто станет героем героев. И я предполагаю, что Юна просто не видит благоприятного исхода в битве с темным приливом. И не может предсказать судьбу Августы. Но действия Ровера в Септимонте, зацепка о тайном знании Императора, ведущей на охотничьи угодья, и новости Фенрика про источник колебания, все это дало Августе и Юна знак. Знак, что у них появился шанс сразиться с темным приливом в последний раз. Юна, как жрица, наконец увидела будущее, которое может решить судьбу ее Эфора и всей Риношиты. А Августа, похоже, собирается собрать силы и отправить в охотничьи угодья, где есть не только ключ к тайному знанию Императора, но и подсказки по паломническому раю. А теперь про возвращение чужеземца. В рассказе Кристофора упоминается чужеземец, возвращающийся туда, откуда пришел. Вероятно, туда, где находится паломнический рай. И там же появляется имя Гальбрена, которое смотрит на разрушенные здания. Сначала можно подумать, что она из Септимонта, но была изгнана. Но чем больше смотришь на архитектуру портала Фенрика и видео, тем больше понимаешь, возможно, она вообще из другого города-государства, павшего под влиянием Тринодиана. И это место стало сборищем душ, испорченных Левиафаном, тем самым паломническим раем. Скорее всего, Гальбрена вернется туда, потому что ее павшее королевство поднимется в охотничьих угодьях,
И благодаря действиям Августы у нее появится шанс объединиться с Ровером, чтобы найти паломнический рай и предотвратить катастрофу, которая может накрыть Риношиту. И, возможно, спасти ее родину.